10 утра мы покидаем нашу первую стоянку. В отличие от предыдущего путешествия, все время тепло. И вчера, и сегодня, и этой ночью. А еще я не встаю по будильнику. А когда высплюсь. И мы не спешим. Нас сюда привезла женщина, у которой на заднем сидении были установлены 3 детские кресла. Похоже, в Испании тоже нужно привыкать уезжать сразу, долго не ожидая, как во Франции. Красотища! Вообще никакой поток машин большой не заменит эти красоты. Очень красиво. Такие холмы. Никого нету. Но одна машина в нашем направлении проехала, значит, движение тут есть. Антон, как у тебя дела? Классно нас провез парень на рабочей машине. Она такая достаточно грязная, с канистрами, с бензином. Антон еще рядом с канистрами сидел и нанюхался. Даже спрашивал меня, когда мы уже выедем. Google Map такой маршрут для нас построил. Большой довольно был участок по совсем каким-то старым разбитым дорогам. И здорово, что нам попался этот водитель. Сельскохозяйственный район. Плодовые деревья везде цветущие. Вчера второй водитель, который нас подвозил, спросил, а что, разве в Испании автостоп не запрещен? Ну, это байка. Нам уже попадалась машина полицейская, Полисия Локаль. Они на нас посмотрели и поехали дальше. Ну, на автобане, конечно, запрещен, как и везде. А на обычных дорогах нет, я полагаю. ¿Cómo te llamas? Arnau. Arnau, me llamo Sasha. ¿Vives en Seguís? En Serós. Serós. No, Serós. en Mayals. Sí. Ah, en Mayals. Entiendo. Автостоп идет прекрасно. Тут дороги не очень оживленные. Но машины останавливаются очень хорошо. Сейчас нас подвезли отец с сыном. Сын заинтересовался, подписался на мой ютубчик. Спасибо ему. И потом он показал в инстаграме фотографии своей сестры. У нее тоже синдром Дауна. Пока что все очень легко. Проехали водохранилище с лебедями красивое. Вез нас марокканец. Немножко тяжело понимать его испанскую речь с его акцентом. Но сейчас тут большая дорога. На указателе вон там 2 ближайших города, так до самого дальнего 63 километра. Это для нас ого-го расстояние. В чем еще плюс локальных дорог? Пусть даже нету достаточно места машине, чтобы остановиться на обочине. Не страшно, они останавливаются прямо на полосе. Движение маленькое, слабое.
¿Puedo grabar video contigo y conmigo? ¿Dónde lo vas a poner? Pon en YouTube. Tengo canal de YouTube. ¿En serio? Pequeño, sí. Vale, pues me lo enseñas después y... Puedo. Ajá. Vale, pues cuando esto... tú graba. Puedes ver vídeos sobre nuestro viaje Vale, y pues. sobre nuestro voluntariado. Vale, pues perfecto, pues ya me lo enseñarás después. Hostia, pues mira, nunca me han grabado para ir así en vídeos en YouTube ni nada. Первая дальняя машина за наше путешествие привезла нас в город Альканьис. 65 километров. Нас провез Марио из Румынии. Спасибо ему, он не высадил нас в начале города, а через длиннющий город привез на выход, и мы сейчас зайдем в Лидл. Вкусно. Холодает. Sí, Y contigo también. sí, claro, Gracias. sin problema. Entonces, ¿hay Yo perruquería? creo que sí, sí, hay unas cuantas, mira, hay unas cuantas, la Alcolisa. Ah, súper. Sí, hay unas cuantas. Porque vivimos en Masía, ¿Vale? muy lejos de Lejos de civilización, sí, y hay que le hace cortar falta pelo cortar para pelo. entonces. Muy bien. Айтор, тренер по скалолазанию, подобрал нас, когда мы еще не успели поставить свои рюкзаки. Говорит: о, вижу мочиерос, рюкзачников. Второй день пытаемся постричь Антона, найти парикмахерскую в этих маленьких городишках. Но вот сейчас не успели на 1 минуту, закрылась. Вот попросил воды в магазинчике, несу. И этот мужчина, владелец магазинчика, рассказал мне, что когда-то в 2000 году примерно он усыновил из интерната в Сумах в Украине 4 маленьких детей. Ну, они сейчас выросли и живут где-то в разных городах Испании. Так что вот такая интересная встреча. Вот такое место для пикника нам подсказали. Тут есть даже источник с водой. Вот и этот. И там ручей, который они называют рекой. А тут асфальт или бетон. А чуть дальше, вот через мостик, ну такой местный парк. И здесь на травке, наверное, мы будем располагаться чуть позднее. Приятная усталость. Ждем, когда рис сварится. Побольше? Ты же вчера вечером говорил, что тебе не хватало. Можешь громче говорить, я же на видео снимаю. Вот так, да? Я доем, если что. Да. Да. Устали и готовы отдыхать. Вроде ничего не делали, а так устали, да, Антон? Вчерашний прогноз погоды обещал нам несколько дней сильных дождей. Вот слышите, сейчас капает дождь. Поэтому мы, как и запланировали вчера, сегодня отдыхаем в палатке. Но дождь не очень сильный и даже иногда перестает, иногда моросит. С одной стороны это хорошо, потому что у нас
окончательно сломалась молния в палатке. И если бы был сильный дождь, нас бы, наверное, заливало. Но с другой стороны, обидно терять время. Я вот только что посмотрел прогноз, он поменялся и обещают во второй половине дня вообще без дождя. Так я в сомнениях, что делать? Или лежать тут 2 дня, что скучно и тяжело, либо, может быть, сорваться, поехать и опять попасть в дождь и намокнуть. А еще были планы Антона в этом городишке постричь и зарядить наши гаджеты у нашего знакомого. Мы сегодня будем ночевать вот в этом доме. Здесь нету света, а так в остальном все отлично. Но мы будем тут спать, здесь самое теплое место. Так неожиданно развиваются события. Полчаса назад мы лежали в палатке под дождем. Нет, ну палатка, конечно, была сухая, все в порядке. Но сейчас-то ситуация поменялась. Расскажу, как все произошло. Вчера мы стопили тут в городке рядом, в маленьком. И я зашел в соседний строительный магазинчик, чтобы попросить воды. Потому что уже близился вечер, и я хотел, чтобы у нас все было с собой. И когда владелец магазина узнал, что мы из Украины, он рассказал свою историю. Как он вместе с женой в 2000 году усыновил 4 маленьких детей из сумского интерната. Это его дети, они выросли, у него внуки. Приезжал один из внуков, светлые волосы, украинская внешность. Вчера этот мужчина, его зовут Марио, порекомендовал нам по соседству место, где поставить палатку. А сегодня я к нему пришел, чтобы зарядить наши пауэрбанки. И он говорит: так, собирайся, едем со мной, будешь под крышей ночевать. И он привез нас в свой загородный дом, где они проводят выходные дни. Я очень благодарен ему, спасибо большое. Вот так вот неожиданно все меняется. И все так происходит неожиданно. Удивительно. Hola Mario, muchas gracias por tu ayuda. No pasa nada. Y a ti por conocerte. Gracias, gato. Saca Antón. Ven aquí, Antón. Ven aquí, cariño, ven un poquito. Ven aquí. Y querido, nos bañamos en la balsa. ¿Nos duchamos en la balsa, Antón? No, eso hace frío, ¿verdad? Bueno, una historia más para contar. Sí,